Приветствую вас, друзья! Меня зовут Михаил, и периодически на свой e-mail или Instagram я получаю разные вопросы касаемо мягкой мебели. На самые популярные из них я буду стараться отвечать вам вот в таком вот видеоформате. Самый популярный вопрос за последнее время был касательно резки поролона. Как своими руками, простейшими инструментами максимально аккуратно резать поролон? Об этом мы сейчас и поговорим. Но для начала давайте я расскажу вам, как этот процесс реализован на производствах на профессиональном уровне. Итак, терморезка с помощью струны накала. Отличный вариант. И даже в условиях небольшой мастерской, в принципе, мы можем сделать какую-нибудь приблуду с помощью проводов и проволоки, которая от электричества будет накалять нашу проволоку, ну и, соответственно, резать ей поролон, вырезая круги, овалы и так далее. Все бы хорошо, кроме одного «но». При плавлении полиуретан, он же пенополиуретан, он же поролон, выделяет продукты горения, которые не то чтобы вредны для здоровья, они опасны для жизни, и вдыхать их ни в коем случае нельзя. Поэтому в гараже и в условиях простой мастерской такой вариант нам реализовать не получится. Также на производствах используют сабельные ножи и различные машинки для резки пеноматериалов. Это достаточно компактный инструмент, с ним просто работать, но есть один большой минус – это его высокая стоимость. И из-за высокой стоимости эти инструменты попросту недоступны простым мастерам. Если вы покупаете такой инструмент, наверняка у вас есть большие обороты, и этот инструмент зарабатывает вам деньги. Покупать такие вещи для разового использования нет абсолютно никакого смысла. Но если вам нужно сделать какую-то разовую работу, вырезать какой-то фигурный поролон, можно такую машинку сделать своими руками, и в этом видео вы увидите, как ее можно сделать. Итак, давайте наконец уже что-нибудь разрежем. Если в нашем случае речь идет о поролоне до 30 мм, он без каких-либо проблем режется обычными ножницами. Берем карандаш, размечаем, разрезаем. Можно вырезать круги, овалы и другие геометрические фигуры. Но учтите один нюанс при этом: если вы делаете разметку на поролоне, например, маркером, а потом будете обтягивать его каким-нибудь материалом типа велюра, скорее всего, эта разметка проявится у вас и на материале. Поэтому размечать лучше всего либо карандашом, либо какими-то мелками. Можно делать восковыми мелками. Ну или если все же вы размечаете с помощью маркера, тогда хотя бы прокладывайте синтепон. Это должно помочь. Если толщина вашего поролона больше 30 мм и составляет 40, 50, 60 мм и так далее, отрезать ровно простыми ножницами его у вас не получится. Особенно если это не маленький какой-то кусочек, а длинный отрезок. Ну, точнее, вы отрезать его сможете, но получите рваные края. Да и ножницами толстый поролон резать просто неудобно. Итак, чем же резать толстый поролон? Перед тем, как записывать данное видео, я зашел на YouTube и посмотрел, чем режут люди. И был крайне удивлен, когда мужики резали поролон ручной ножовкой. Следующий мастер резал поролон ножом, при этом предварительно окуная его в подсолнечное масло. Но очень хотел бы я посмотреть потом, как он будет велюром каким-нибудь обтягивать этот промасленный поролон. Все это, по-моему, полная ерунда. Я пользуюсь либо кухонным ножом, либо канцелярским. Между ними есть некоторая разница. У этого есть свои плюсы, у этого свои. Итак, давайте сравним. В чем разница? Значит, канцелярский нож не нужно точить. Поставили на него новое лезвие, и он у вас снова острый. Но это лезвие, оно у нас подвижное, поэтому резать длинные куски поролона не очень удобно. Ну, точнее, вам просто понадобится некоторая сноровка, нужно потренироваться, и через какое-то время у вас начнет получаться ровно. Вы поймете, как он режет и как его нужно держать. Значит, кухонный нож нужно постоянно точить. Но он имеет жесткое лезвие, и плюс ко всему это лезвие куда длиннее, чем у канцелярского. Ну и лично мне, например, вот эта ручка кухонного ножа удобнее, чем на канцелярском. Но пользуюсь я и тем, и этим. В принципе, можете пользоваться тем, чем вам удобнее.
Итак, если размеры нашей детали, которую необходимо обрезать, не превышают 50 на 50 сантиметров, такой отрезок мы можем очень легко разрезать с помощью обычной линейки и ножа. Вместо линейки, кстати, может быть что угодно. Можно взять просто какой-нибудь фанеры кусок или какой-нибудь брусок. В общем, что у вас есть под рукой, неважно. Самое главное держать нож под прямым углом и резать не торопясь, с чувством, с толком, как говорится, и с расстановкой. Но если наш отрезок превышает 50 на 50 сантиметров, сложность его ровно отрезать увеличивается. И здесь уже я сделал себе специальную линейку для этого. Дело в том, что при резке длинных отрезков нам нужно, чтобы линейка была хорошо зафиксирована и нож был хорошо зафиксирован под прямым углом. Для этого у меня есть специально вот такая вот металлическая линейка. Она очень простая, сделана из двух металлических профилей. Профили у нас скручены болтами, и между этими профилями несколько металлических шайб для того, чтобы, соответственно, нож у нас пролазил. Я взял толстый профиль, потому что он тяжелый. И когда мы кладем линейку на поролон, у нас просто случайно подвинуть ее не получится. То есть вот мы положили ее, и она уже достаточно плотно здесь лежит. Сейчас будем с помощью моей линейки отрезать отрезок поролона. Значит, максимальная длина листа у нас 200 сантиметров. Ну и в ширину я хочу, чтобы полоска была 50 миллиметров, то есть 5 сантиметров. Как вы понимаете, лист поролона это не лист ДСП или фанеры. Он постоянно играет, он вот такой вот весь кривой. Поэтому прежде чем что-то отмерять и откладывать, нам нужно выровнять поролон по одному краю. Здесь я беру точку отсчета, это край стола, он относительно ровный. Далее кладем линейку на поролон, с помощью рулетки отмеряем необходимое расстояние и с помощью ножа разрезаем поролон. Полоска поролона отрезана, она получилась очень ровная, с ровными краями, без каких-либо там неровностей. Вот. И самое главное, что ее размер получился ровно такой, какой и предполагалось. То есть я делал 50 миллиметров, получилось 50 миллиметров. Погрешность у такого способа разрезания поролона может быть плюс-минус миллиметр. Для поролона это вообще полнейшая ерунда. Если нам необходимо вырезать на поролоне какую-то окружность, можно поступить двумя способами. Первый. Берем деталь, для которой нарезаем поролон, кладем ее на поролон, соответственно, и по контуру острым ножом вырезаем. Второе. Если у нас нет детали, мы можем сделать шаблон из картона. Вырезаем на картонке необходимую окружность, точно так же кладем ее на поролон и по контуру вырезаем. Но если у вас есть лобзик, можно сделать острое лезвие, приспособить ее к лобзику и вырезать окружности намного быстрее и качественнее. Итак, берем простую пилку по металлу и отрезаем от нее сантиметров 15-20. Далее с помощью точила убираем имеющиеся здесь зубчики. И после этого нам нужно наточить пилку до такого состояния, чтобы с помощью нее можно было резать поролон. Далее на конце делаем небольшую проточку, также с помощью точила, для того, чтобы можно было эту пилку вставить в крепление лобзика и хорошенько зафиксировать. Вот и все. Мы получаем самодельную простую машинку для резки поролона. Ставим на лобзике первую скорость и можно пробовать начинать резать поролон. И делать это достаточно быстро и аккуратно. На этом у меня все. Если вам понравился данный формат видео и оно было информативно для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового. Все полезные ссылочки касаемо мягкой мебели я оставлю в описании под данным видео. На этом все. С вами был Михаил Теремков. Надолго не прощаемся. Всем пока!